Я снова вас рад всех приветствовать, ребят, на канале Великий Манипулятор. Сегодня мы с вами разберем Cardano, посмотрим ее только токеномику. Ребят, по поводу IOTA, также токенов Shimmer и ASMB, видео будет немного позже, через несколько дней, когда запустится уже непосредственно сеть Shimmer. Тогда я разберу для вас еще раз IOTA, также разберем токен ASMB и тому далее, потому что очень много дают комментарий, чтобы я разобрал именно данную тему. Также меня попросили разобрать именно Cardano. Это одно из первых видео, которое я выпускаю по поводу токена, который я бы не покупал, и объясню почему. Все это мы рассмотрим в этом видео, поэтому, ребята, досмотрите его обязательно до конца. Итак, будем разбирать данный токен именно только токеномику, не будем разбирать его технологию. Почему? Для меня это имеет меньше значения, чем токеномика на данный момент. Почему? Все вы это узнаете. Итак, давайте будем разбирать по порядку. Для начала, общее предложение данного токена 35 миллиардов практически. Это, которое сейчас находится в обращении, это 76%. Давайте посмотрим, какая же была максимальная цена данного токена. Это было в августе, 31 августа примерно. Его максимальная цена здесь была около $3, ребята. Итак, давайте посмотрим, около $3. Я нашел исторические снимки за 29 августа, за 31 и 1 августа и 1 сентября там нету. Если мы посмотрим, то рыночная капитализация Cardano была 91 миллиард, практически 92 миллиарда. И здесь было практически $3. Может, здесь немножко больше было, 92, 93 уже, чтобы добить там до $3. Это уяснили. Но хочу обратить ваше внимание еще на несколько аспектов. Во-первых, биткоин тогда была цена практически около $50 тысяч. И циркулирующее предложение именно AD Cardano было 32 миллиарда, ребята. На минуточку, сейчас 35. При следующем бычьем сезоне, я думаю, будет все 38, а то и 40 миллиардов монет. То есть это довольно существенно, чтобы вы понимали. То есть даже если сейчас циркулирующее предложение сюда добавим 3 миллиарда, также еще монет, здесь цена примерно будет $2.60. К чему я это клоню? Если мы возьмем график и от данной цены, мы хотим с вами, к примеру, получить около 10 иксов, к примеру. Допустим, отсюда мы берем сейчас примерно 45 центов и хотим получить своих 10 иксов. Это 1000%, ребята. Так, 1000% это около $5. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы у нас, во-первых, был в районе $100 тысяч на минуточку, в районе $100 тысяч и не меньше, чтобы Cardano достигла около $5 в следующем бычьем сезоне. То есть, если мы будем говорить по рыночной капитализации. Это первый момент. И еще нужно обращать внимание, что будет добавляться постоянно циркулирующее предложение. Понятно, что каждый инвестор хочет получить больше, чем 10 иксов. Тогда вы должны понимать, сколько какая цена биткоина должна быть в следующем бычьем забеге. Если вы рассчитываете, что она будет $200 тысяч, да, действительно, Cardano может быть и стоит покупать. Но хочу еще также обратить ваше внимание, что Cardano на данный момент себя очень и очень плохо показывает на рынке. Почему? Давайте посмотрим одну из новостей, которая была практически недавно. В сети Cardano активировали хардкор Vasil. На 23 сентября команда Input Output Global успешно активировала обновление Vasil в основной сети Cardano. Апгрейд значительно повысил производительность и потенциал блокчейна за счет увеличения пропускной способности, улучшения производительности и эффективности скриптов, а также снижение затрат. Ребята, 23 сентября. Давайте посмотрим на график, что произошло здесь 23 сентября. Ничего, ребят. Ничего, то есть была такая свеча, там район 48 центов и все, и обратно опустилась. Ничего не произошло по данному токену. То есть абсолютно никак не отреагировал. Если, к примеру, там XRP в последнее время, да, отреагировал и дал там практически 70% роста, если быть точным, можем посмотреть даже на его график. Да, возьмем вот от низов, и вот потом уже вышли новости, и он дал вот практически за неделю там 70%. То Cardano вообще никак не отреагировал. Абсолютно никак. Почему? Потому что у них есть там определенные свои, ребята, как вы знаете, проблемы. Это раз. Во-вторых, создатель Cardano, именно Чарльз Хоскинсон, мне так кажется, что он занимается только баловством и больше ничем. Абсолютно практически не работает над данным проектом. То есть постоянно вижу, что он кого-то того обвиняет, тех обвиняет.
что-то кому-то учит кого-то, как там жить, как-то создавать свои проекты, то он где-то в Африке работает над чем-то. Вот сегодня также новости были. Сейчас найду. Вот смотрите, Чарльз Хоскинс, он поругался с разработчиком Ethereum из-за Мегре. Переход сети эфир на Proof of Stake оказался запоздалым, заявил основатель Cardano Чарльз Хоскинс. Вот ты мне скажи, Чарльз Хоскинсон, ты своим проектом будешь заниматься или будешь только других что-то там их поучать и учить и тому далее, и тому подобное, ребята. Поэтому на данный момент я не вижу, чтобы они что-то такое разработали, чтобы мы даже с данных лоев полетели хотя бы на $5. То есть, если мы в следующем бычьем сезоне достигнем около $100 тысяч по биткоину, я не думаю, что Cardano может стоить там около $5. То есть вероятность такая очень и очень маленькая. Дальше, ребята, даже смотрите еще, также посмотрим по графику. Сколько получили мы отсюда процентов? 16 тысяч, ну будем считать 17 тысяч процентов. Это 170 иксов на минуточку, 170 иксов. Но хочу с вами поделиться тем, о чем вы, может быть, не знаете, либо не исследовали и тому подобное. Потому что, как вы знаете, у Cardano были инвесторы. И интересно, сколько они получали именно монет. Давайте посмотрим. Я сегодня смотрел на сайте Messari. Почему-то он у меня сегодня глюкнул. Посмотрим на другом сайте. Называется DropStabs. Итак, ребята, здесь показывается, что инвесторы получили около 58% от всей эмиссии Cardano. На Messari показывалось, что 84%. Окей, давай остановимся на 60%, ни вашим, ни нашим. Посмотрите, почем получали инвесторы токен. 0,0024 цента. Давайте отметим, чтобы мы понимали, где это примерно. Пусть это вот здесь примерно будет. Итак, 0,0024. Так, как вы думаете, сколько уже инвесторы заработали на данном проекте? Хотите удивиться? Посмотрите. Так, давайте посмотрим, ребят. Вот около $3. 126 тысяч процентов, ребята. 126 тысяч процентов это 1260 иксов. 1260 иксов. Они уже зафиксировали давным-давно свою прибыль, потому что посмотрите, сколько они держали Cardano на уровне $1 примерно. Смотрите, давайте посмотрим. Вот в районе $1, давайте. 416 дней. Это больше года, ребята. Больше года они просто разгружались в одном диапазоне. То есть в диапазоне $1 и там $2-3. Все. Они просто разгружались и разгрузили свои токены. Я не думаю, что они еще держат, чтобы еще раз загнать цену и туда ее занести. Но уже нету смысла ее нести, потому что нужно слишком большую иметь, как я говорил, рыночную капитализацию, чтобы цену догнать до $5, ребят. Так что вы должны понимать, что когда вы разбираете какой-то проект, в первую очередь не то, что вам нужно посмотреть, что делает данный проект. Вам нужно посмотреть капитализацию, нужно посмотреть инвесторов, сколько они заработали, сколько вы можете заработать. И есть ли смысл сейчас инвесторам снова разгонять цену до $5, чтобы вы получили, к примеру, своих 10 иксов, они там еще своих несколько процентов. Они даже по этой цене могут разгонять. Давайте посмотрим по этой цене, сколько они там, к примеру, сейчас получают, если продают. Давайте посмотрим. Ребята, они получают тут 19 тысяч процентов, 190 иксов, ребята. 190 иксов. Оно им нужно, вот скажите, сюда разгонять до $5. Конечно же, каждый для себя решает, хочет он иметь данный проект. Я для себя принял решение, очень важно, что данный проект я не хочу иметь в своем портфеле, потому что, чтобы от него получить, к примеру, какие-то определенные иксы, 10 иксов и больше, то есть мне нужно покупать данный токен и держать его в течение 5 либо 10 лет, не меньше. Да, все может быть, все может произойти, может выйти какое-то у них обновление и тому подобное, они могут полететь на 5 и на $7 в следующем бычьем забеге, но, ребята, пока у них ничего нету. Допустим, вы там купили на $1000, просто чтобы вы понимали, на $1000, да, данный проект. Что вы можете сделать, чтобы опустить цену, да, если она не хочет падать? Покупать и продавать.
Купили здесь на $1000, здесь продали, заработали уже 1200. Здесь купили на 1200, здесь продали, заработали 1400. Здесь купили на 1400, здесь продали на 1600. Тем самым цена ваша будет, естественно, становиться все ниже и ниже и ниже. Да, таким образом можно сделать цену намного ниже. И, ребята, потом ее, естественно, реализовать уже не по 5, к примеру, долларов, а снова по $3. И при этом довольно хорошо заработать своих как раз 10 иксов. Но другой вариант, ребята, держать, просто залочить свои деньги на 10 лет, чтобы получить хорошую, достойную прибыль от Cardano, я не готов. Есть много проектов, которые даже при достижении биткоина в следующих там 69 тысяч долларов можно получить 20 иксов как с куста. Как с куста, ребята, к бабке не ходи. Поэтому еще раз повторю, перед тем как вы хотите выбирать какой-то проект, происследуйте ее, пожалуйста, токеномику и тому подобное. Все необходимые сайты, ребята, у меня есть под каждым моим видео. Есть сайт Messari, есть даже этот сайт, о котором я говорю, Dropstop Mobile. То есть все можно там найти, всю необходимую информацию, почем покупали инвесторы. Потому что, говорю, 0,0024 цента это очень и очень низкая цена. И они получили свою очень громадную уже, ребята, прибыль инвесторы. Поэтому обратите на это внимание. И как я всегда говорю, хотите вы иметь этот проект или не иметь. То есть вот такой небольшой ролик по данному проекту, именно по Cardano я для вас сделал, чтобы вы обратили на это внимание, ребята. А с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. Всем пока!